Русская народная сказка «Баба-Яга». Жили себе дед да баба. Дед овдовел и женился на другой жене, а от первой жены осталась у него девочка. Злая мачеха ее не взлюбила, била ее и думала, как бы совсем извести. Раз отец уехал куда-то, мачеха и говорит девочке: «Пойди к своей тетке, моей сестре, попроси у нее иголочку и ниточку, тебе рубашку сшить». А тетка это была Баба-Яга Костяная Нога. Вот девочка не глупа была, да зашла прежде к своей родной тетке. «Здравствуй, тетушка!» «Здравствуй, родимая, зачем пришла?» «Матушка послала к своей сестре попросить иголочку и ниточку, мне рубашку сшить». Та ее и научает. «Там тебе, племянушка, будет березка в глаза стекать, ты ее ленточкой перевяжи. Там тебе ворота будут скрипеть и хлопать, ты подлей им под пяточки маслица. Там тебя собаки будут рвать, ты им хлебца брось. Там тебе кот будет глаза драть, ты ему ветчины дай». Пошла девочка, вот идет и пришла. Стоит хатка, а в ней сидит Баба-Яга Костяная Нога и ткет. «Здравствуй, тетушка!» «Здравствуй, родимая!» «Меня матушка послала попросить у тебя иголочку и ниточку, мне рубашку сшить». «Хорошо, садись, покуда ткать». Вот девочка села закросно, а Баба-Яга вышла и говорит своей работнице: «Ступай и ступи баню, да вымой племянницу, да смотри хорошенько, я хочу ею позавтракать». Девочка сидит ни жива, ни мертва, вся перепуганная, и просит она работницу: «Родимая моя, ты не столько дрова поджигай, сколько водой заливай, решетом воду носи». И дала ей платочек. Баба-Яга дожидается. Подошла она к окну и спрашивает: «Ткешь ли, племянушка, ткешь ли, милая?» «Тку, тетушка, тку, милая». Баба-Яга и отошла, а девочка дала коту ветчинки и спрашивает: «Нельзя ли как-нибудь уйти отсюда?» «Вот тебе гребешок и полотенце», — говорит кот. «Возьми их и убежи. За тобой будет гнаться Баба-Яга. Ты преклони ухо к земле, а как заслышишь, что она близко, брось сперва полотенце. Сделается широкая-широкая река. Если ж Баба-Яга перейдет через реку и станет догонять тебя, ты опять преклони ухо к земле, и как услышишь, что она близко, брось гребешок. Сделается дремучий-дремучий лес. Сквозь него она уже не проберется». Девочка взяла полотенце и гребешок и побежала. Собаки хотели ее рвать, она бросила им хлебца, и они ее пропустили. Ворота хотели захлопнуться, она подлила им под пяточки маслица, и они ее пропустили. Березка хотела ей глаза выстегать, она ее ленточкой перевязала, и та ее пропустила. А кот сел закросно и ткет. Не сколько наткал, сколько напутал. Баба-Яга подошла к окну и спрашивает: «Ткешь ли, племянушка, ткешь ли, милая?» «Тку, милая», — отвечает грубо кот. Баба-Яга бросилась в хатку, увидела, что девочка ушла, и давай бить кота и ругать. Почему он глаза не выцарапал девочке? «Я тебе сколько служу», — говорит кот. «Ты мне косточки даже не дала, а она мне ветчины дала». Баба-Яга накинулась на собак, на ворота, на березку и на работницу. Давай всех ругать и колотить. Собаки говорят ей: «Аф, мы тебе сколько служим? Ты нам горелой корочки не бросила, аф, она нам хлебца дала». Ворота говорят: «Мы тебе столько служим, а ты нам водицы под пяточки не подлила, она нам маслица подлила». Березка говорит: «Я тебе столько служу, ты меня ниточкой не перевязала, а она меня ленточкой перевязала». Работница говорит: «Я тебе сколько служу, ты мне тряпочки не подарила, а она мне платочек подарила». Баба-Яга Костяная Нога поскорее села на ступу, толкачом погоняет, помелом след заметает и пустилась в погоню за девочкой. Вот девочка преклонила ухо к земле и слышит:
что Баба-Яга гонится. Уже близко. Взяла, да и бросила полотенце. Сделалась река такая широкая-широкая. Баба-Яга приехала к реке и от злости зубами заскрипела. Воротилась домой, взяла своих быков и пригнала к реке. Быки выпили всю реку дочисто. Баба-Яга пустилась опять в погоню. Девочка преклонила ухо к земле и слышит, что Баба-Яга близко. Бросила гребешок, сделался лес такой дремучий да страшный. Баба-Яга стала его грызть, но сколько ни старалась, не могла прогрызть и воротилась назад. А дед приехал домой и спрашивает: «О, где же моя дочка?» «Она пошла к тетушке», — говорит мачеха. Немного погодя, и девочка прибежала домой. «Где ты была?» — спрашивает отец. «Ах, батюшка», — говорит она, — «так и так, меня матушка посылала к тетке просить иголочку с ниточкой, мне рубашку шить, а тетка Баба-Яга меня съесть хотела». «Как же ты ушла, дочка?» «Так и так», — рассказывает девочка. Дед, как узнал все это, рассердился на жену крепко и выгнал ее из дома, а сам с дочкой стал жить-поживать, да добра наживать. И я там был, мед пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец.